Человека-паука. Нарисуй же его. Всем привет, меня зовут Свищев Алексей, вы на канале Свищев, и сегодня я расскажу вам, как создать Человека-паука Камрада. Погнали! С самого начала моей художественной деятельности мне хотелось создать арт на тему супергероев. Выбор был достаточно прост, как из всех вселенных Marvel и DC, мне бы хватило пальцев одной руки, чтобы посчитать по-настоящему интересных для меня героев. Но номером один всегда был Спайдермен. Делать еще один фанарт не хотелось, но у меня давно в голове засела картинка за авторством Тонтона Револвера, который в свою очередь вдохновлялся работами Джо Матерера. Тот несколько лет рисовал серию комиксов по Спайдермену для Marvel. Идея заключалась в том, чтобы Человек-паук был средних лет, с легкой небритостью. И какое бы слово подобрать? Допустим, он будет на кураже. Да, на кураже! Предполагаю, что кураж и порвал ему маску. Осталось поместить его в какой-то контекст, какой-то сеттинг. Пересмотрев еще раз Спайдермен Паутина вселенных и пошарив в интернете, я понял, что есть такой Человек-паук. И такой. И даже такой. Но до сих пор вселенная не разродилась пауком в советском сеттинге, не считая нескольких фанартов, которые выглядят так. И, кажется, я видел работу, сделанную Midjourney. Делать буду бюст, а это означает, что места у меня не так уж много, поэтому нужно придумать деталь, которая будет отражать сеттинг. Как насчет шапки-ушанки? Да, это клюква, но думаю, сделаем все достойно. Ну что же, пора приступать. Открываю ZBrush и начинаю набрасывать базовые формы. В первую очередь создаю структуру черепа. В голове держу рисунок Тонтона Револвера как базовую отправную точку. Это означает, что линии и формы будут очень стилизованы. С самого начала закладываю некоторую эмоцию, уже сейчас думая о его гримасе. Скульптить рот без зубов бесполезно, поэтому сразу же добавляю челюсть от своей предыдущей работы. По-моему, это был какой-то орк. Дублирую череп и начинаю работать над маской. Добавляю 3 сферы, чтобы создать плечи и корпус. Объединяю их вместе с маской и создаю один объем. Набрасываю базовую анатомию. Я предпочитаю раскрашивать персонажей как можно раньше. Это дает мне возможность видеть финальную картинку намного раньше. Из стандартных зибрашевских кубов формирую шапку-ушанку. И так как базовая структура уже есть, пора задуматься о позе, которая придаст настроение. С помощью Transpose Tool наклоняю корпус и исправляю скульпт. Добавляю руки с помощью инструмента Z-Sphere и кисти рук из стандартной библиотеки ZBrush. И быстро скетчу все позы, которые мне придут на ум. Решил остановиться на варианте 1, где Человек-паук выпускает паутину и корчит забавную рожу. В первую очередь прорабатываю идею на прочность. Кисти рук, их положение и смотрю, нравится ли мне общая динамика. Чтобы изменить положение пальцев, я зажимаю кнопку Ctrl и тяну маску по топологии. С помощью Transpose Tool можно гнуть пальцы в фалангах. Стараюсь не задерживаться на одном участке модели слишком долго и постепенно перехожу на остальную часть рук. Неважно, начинающий вы художник или нет,
я всегда рекомендую использовать референсы для анатомии. Забавный факт, что знания анатомии очень важны, но, как ни удивительно, это не панацея для создания хорошей и классной модели. Сделав все как по учебнику, вы рискуете создать скучную академическую работу. Форма мышц, костей, их размер варьируется от человека к человеку. Сухость тела, наличие подкожного жира и то, как он распределяется, определяет то, как мы видим мышцы и анатомию. В нашем случае мы имеем персонажей из комикса, где мы можем сильно гиперболизировать разные формы. На этом этапе я решил переключиться в Blender и создать звезду для нашей шапки. Как и раньше, не остаюсь долго на одном участке и перехожу на спину. Для многих эта часть тела является сложной, особенно если вы начинающий художник. Здесь я точно рекомендую смотреть на референсы и учебники по анатомии. Комплексности добавляет наличие позы, которая заставляет мышцы реагировать особым образом, и где-то происходит компрессия, где-то наоборот расслабление, и нужно понимать, что как будет двигаться. Тут стоит обратить внимание на расположение мышц относительно локтя и запястья. Дело в том, что если вы моделируете персонажа для видеоигры в T-позе, то расположение мышц в этой области меняется от положения рук. В общем, у меня у самого не с первого раза получилось. Через некоторое время, когда глаза и мозг отдохнули, мы снова можем по кругу вернуться в те места, над которыми мы работали, и внести изменения. Первый раз подступаемся к лицу. Честно говоря, пока что выглядит всрато. Формирую губы, первичные складки, положение языка, подбородок. Потребуется какое-то время, чтобы привести это в порядок. Кстати говоря, для создания поз, мимики, самым лучшим референсом будете вы сами. Всего лишь 5 минут позора перед камерой, и у вас есть с чем работать. Так как в финале мы будем видеть только нижнюю часть лица, я не уделяю особого внимания другим участкам. Но если вы начинающий художник, я настоятельно рекомендую вам проработать весь череп, так как если формы под маской будут неправильные, то все остальные формы тоже поплывут. В процессе лепки я начал потихонечку дрифтовать от стилизованного лица к более реалистичному. Так как это произошло достаточно естественно, я не сопротивлялся. Будет такой стилизованный реализм. Пора выделить глаза в отдельный объект. Я делаю это с помощью плагина Extract Plus, но можно делать это и дедовским способом. Например, отделить кусок модели, применить Group Loop, чтобы почистить грани, и применить после этого ZRemesher, а дальше можно выдавить эти полигоны, либо применить Panel Loop. Снова раскрашиваем глаза, только уже по чистой топологии. Скульпчу складки на глазах, беря в расчет общее положение складок на всей маске. И если вы не забыли, это порванная маска, поэтому прикидываем нити и рваную ткань. Сделать это можно еще одним удобным способом. Если вы дублируете лицо и покрасите его в цвет маски, то можно выдавливать и вдавливать участки, таким образом рисуя нити.
Всегда возвращаюсь к различным элементам и допиливаю их. Настало время объединить кисти рук с руками и руки в свою очередь уже с телом, чтобы получить одну единую сетку. Убедитесь, что значение разрешения в Dynamesh'е достаточно высокое, чтобы такие близкие детали, как пальцы, не склеились вместе. Продолжаем дорабатывать структуру анатомии, постоянно сверяясь с референсами. Объединяю руку вместе с корпусом и скульпчу контактные складки. Особое внимание уделяю ладони, так как неправильно сделанная кисть очень сильно бросается в глаза. Лишь только когда мы более-менее уверены в структуре мышц и основных форм, мы можем приступать к добавлению мелких деталей, таких как мелких складок на маске и на остальном теле. И вот, кстати, метод, о котором я говорил. Мы дублируем кусок лица, красим его в цвет маски, и путем выдавливания и вдавливания элементов мы формируем нити и порванную ткань. Можно также помогать себе использовать кисти и инструменты не по назначению. Например, у меня завалялись кисти по мотивам Гигера и Бекински, которые созданы для создания инопланетных поверхностей. Это прекрасная кисть для создания рваных участков ткани. Приступаю к созданию чистых моделей. Для этого мне нужна всего лишь внешняя оболочка. Повторяю процесс для тела. Экспортирую чистые модельки в Blender и делаю UV-развертку. В ZBrush наносим финальные детали на костюм. Самый любимый Человек-паук в кино — это первый Человек-паук. Поэтому паутину будем делать выпуклую, как у Тоби Магуайра.
посмотрев на разные костюмы паука, я понял, что какого-то единого правила для нанесения паутины нет. Главное придерживаться квадратной топологии и только в некоторых местах позволять себе читерить и наносить треугольники и какие-то другие формы. Несколько раз мне пришлось перерисовывать паутину, но в итоге я остановился на таком рисунке. Выделяю паутину на основе polypaint информации и удаляю остальную часть объекта. Подчищаю края с помощью кнопки Group Loops, делаю Zero Mesh и выдавливаю паутину. Удаляю лишние участки лица и создаю чистую топологию. Я арбуз. Сначала не собирался создавать никакие детали на лице, так как это должен был быть стилизованный персонаж, но в итоге решил заморочиться. Базовый слой кожи создаю с помощью Noise Tool. Далее с помощью альфа-текстур добавляю детали. Хочу сделать сейчас небольшое отступление и рассказать, что параллельно происходит с лепкой в ZBrush. А именно, если вы хотите отрендерить свою работу, то нужно уже на ранних этапах забрасывать все в какой-то софт, где вы будете это собирать. В моем случае это Blender. И настраивать освещение, камеры и так далее. Хочу показать, что у меня здесь есть. Есть сама модель, причем это такая, вы можете видеть, не финальная модель, а decimate-нутая. Про шапку я чуть попозже расскажу. Если мы перейдем в камеру, вот она у нас. Есть у нас сцена, и если мы перейдем в Cycles, есть какое-то уже первое освещение. Для камеры выбран ракурс и фокусное расстояние 65 мм. По свету у нас есть задник и 4 источника света. Есть ключевой свет, заполняющий свет и 2 контровых. Спереди и сзади модели находятся 2 отсекателя света. Они выполняют 2 функции. Первая — это фон, второе — с помощью них мы можем контролировать переотражение света. В мире фотографии эти штуки называют флагами. Основные цвета — это белый и черный, а также отражающие пленки, золотистая и серебристая. Их задача — это контролировать отражение света, а в случае с черным флагом он убивает его. Теперь хочу немножко пояснить о том, как я создавал мех для шапки. Это большая отдельная тема для отдельного ролика, но попытаюсь вкратце объяснить. В версии Blender 3.6 появилась новая система создания волос, а конкретно система нодов. Слева у нас открыто окно Asset Browser, где мы выбираем модификаторы, такие как Generate, с него мы начинаем процесс генерации волос. Есть модификаторы, которые позволяют менять форму сгенерированных волос, а также создавать кучеряшки, склеивать волосы и многое другое. В отличие от партиклов, система стала более наглядной и удобной и позволяет даже не разбираться с тем, что происходит под капотом. Эта тема для меня самого очень новая, поэтому внизу в описании я оставлю ссылки на ролики, которые я использовал, чтобы создать эту шапку. Но если у вас все равно останутся вопросы и вы захотите узнать, какими методами и модификаторами я добился данного меха, то обязательно напишите в комментариях, и я попробую ответить на них. Но перед тем, как мы продолжим дальше и начнем запекать текстуры, надо сделать кое-что важное.
съесть арбуз. Итак, забрасываем костюм в мармосет и задаем небольшое расстояние между элементами костюма. Так запекание пройдет чище. Я не переживаю насчет артефактов от паутины, потому что она у нас будет отдельным объектом и перекроет все недочеты. Повторяю все то же самое для лица, но для начала хочу вернуться обратно в ZBrush и нарисовать текстуру кожи. В сети можно найти несколько изображений, объясняющих, как условно цвета на коже разделяются на зоны. Заливаю теплый цвет по cavity маске. Таким образом мы подчеркиваем наш скульпт и поры. Экспортируем маску и наконец переходим к самому интересному, к покраске. Добавляю текстуру кожи, которую я только что рисовал, и назначаю объектам их базовые цвета, а также значение roughness. Важный момент – выбираю цвет костюму. Паук советский, а значит никакого синего цвета на костюме. Идем в красный. Выбираю темный, теплый оттенок для паутины. Обвожу рамку глаза таким же цветом и заполняю середину белым. Далее в текстурировании идет процесс, который я условно называю шейдинг. Слой Ambient Occlusion дает общие базовые мягкие тени. Слоем Dirt мы добавляем контрастные cavity детали. Сверху в списке идут Highlight маски, которые добавляют светлые детали в нашу модель. С помощью градиент масок и масок Light мы можем подсветить некоторые участки, таким образом придав объем и сделать эффект, что у нас есть какой-то источник света сверху, или сделать эффект выгоревшего костюма. Это похоже на технику раскраски миниатюрных фигурок, такие, например, как по Warhammer. Но не увлекайтесь, в конечном итоге все эти слои смешиваются с основным цветом очень в маленьком проценте. Иначе при любом реалистичном освещении все эти детали света и тени будут выглядеть очень ненатурально и в конечном итоге будут дешевить вашу работу. Займемся материалом ткани для костюма. Что если советская тетя Мэй шила трико для паучка из теннисных мячиков? А как насчет такого варианта? Двигаемся дальше. Добавил такую интересную текстуру на глаз. Теперь есть ощущение, что ткань перфорирована. Но не забываем, что паук побывал в какой-то передряге. Ах да, он же на кураже. Выбираю темный цвет и заливаю все по маске Cavity. Иными словами, все выпуклые части получат эффект старения. В финале завершаю маску Roughness. Базовый слой создается на основе процедурно сгенерированных текстур. Вам в помощь Cavity маска, Ambient Occlusion и так далее. Но такие места, как губы, ноздри, советую подрисовать руками. Пора экспортировать текстуры в Blender и собирать сцену. В финальной сцене добавил Volume Fog, он дает дым в нашей сцене. Старайтесь экспериментировать со светом. Например, вы можете поставить решетку перед источником и таким образом рисовать лучи света. Я хочу сохранить глубину деталей, когда камера будет на близком расстоянии от кожи. Поэтому поверх основной карты нормали я добавил такую бамп-текстуру, которая дает эффект пор. А также, используя ту же систему волос, добавил пушок и легкую небритость. Настраиваю последние детали, задаю маршруты движения для камер, и осталось запустить рендер. Ну что, ребят, на этом все. Мне кажется, видео получилось интересным. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы и подписывайтесь на канал. Мне кажется, нам есть еще о чем поговорить. Пока!